Всем огромнейший привет, с вами Екатерина и Обустроено. И сегодня мы продолжаем с вами работать над нашей гортензией. В прошлой части мастер-класса мы сделали серединки, и сегодня будем заниматься лепесточками. Что нам потребуется? Нам потребуется 1-миллиметровый фоамиран. Можно взять экстра тонкий китайский, который 0,5 мм, но он имеет свои особенности работы. Можно взять зефирный. Итак, белый у меня зефирный и 3 оттенка экстра тонкого. Цвета, оттенки вы выбираете самостоятельно. Нам необходимо нарезать квадратики, в которые бы помещался наш молд. Но помним, что экстра тонкий фоамиран при нагревании очень сильно сжимается. Поэтому если вы сделаете квадратики впритык, вы получите его в 1,5 раза меньше. То есть такого размера лепестка, как нам нужен, у вас не будет. Обычно китайский так сильно не сжимается, поэтому можете вырезать с небольшим запасом где-то 2 мм. А вот с экстра тонким придется делать запас миллиметра 4-5. Особенность зефирного фоамирана в том, что на нем очень плохо остаются отпечатки, поэтому предварительно мы его проутюжим через 2 листа бумаги. Поехали. Итак, первый обычный китайский 1-миллиметровый. Прогреваем. И делаем отпечаток. Можете использовать 2 части молда, можете одним. Вот такой отпечаточек у нас получился. Экстра тонкий. Обрезаем его с запасом. И хорошенько прижимаем. Теперь берем зефирный и лист бумаги, складываем пополам, прокладываем листочек зефирного фоамирана и проглаживаем. Снимаем. Сильно долго его не гладьте, потому что он прилипает к бумаге. Теперь нагреваем. Он возьмется пузырьками, если перегреете. И отжимаем. В отличие от других видов фоамирана, зефирный не сжимается, а наоборот растягивается. Поэтому квадратики заготовок для лепестков можно вырезать в размер. Вот такой отпечаточек получился. Теперь вырезаем все лепестки. Для этого можно использовать маникюрные ножницы. Можно большими, если вам удобно. Прям по контуру нашего молда. Теперь нам нужно придать объем нашим лепесткам. Прогреваем один край, берем одну сторону, да, например, лицевую. Прогреваем один край. Растягиваем. Теперь переворачиваем. Берем изнаночную сторону, прогреваем край. И растягиваем. Смотрите, что у нас получается. С одной стороны будет углубление, а с другой будет выпуклость. Таким образом обрабатываем все лепесточки. Одну сторону тянем с лицевой стороны, вторую сторону тянем с изнаночной стороны. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Зефирный сильно не тяните. Он и без того отлично тянется. Теперь переходим к тонировке. Тонировать я буду сухой пастелью, которую предварительно накрашу канцелярским ножом. Заготавливаем листочки бумаги под каждый цвет. Необходимые оттенки: салатовый. Старайтесь крошить пастель как можно мельче.
темно-зеленый, розовый, малиновый и фиолетовый. Так, поехали. Начинаем с белого. Белый зефирный, напоминаю, тонировать можно кисточкой. У меня вот такая мягенькая, по-моему, это даже косметическая. Или же пальчиком, потому что лепестки маленькие, удобнее всего это будет делать именно так. Итак, берем светло-салатовый. Тонируем в нижней части с лицевой стороны, как бы втирая. Теперь берем темно-зеленый, тонируем с одной стороны. И фиолетовым с другой. Вот такие лепесточки у нас получаются. Теперь берем фиолетовый. В нижней части темно-зеленый. И с одной стороны малиновым. Вот наши лепестки. Следующий светло-розовый. В нижней части салатовым. И с одной стороны малиновым. Можете добавить немного розового. Все зависит от того, насколько у вас яркий фоамиран. И теперь розовый. Розовый можно тонировать только с одной стороны, это внизу, в салатовый цвет. И еще один оттеночек у меня. Низ темно-зеленый. Край малиновый. И можно добавить немножко фиолетового. Готово.